Сегодня я сниму, пожалуй, самый подробный мастер-класс по эскизу бровей, который ты только сможешь найти на YouTube. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца, потому что эскиз – это не просто нарисовать линии перед окрашиванием. И в этом видео мы разберем, кому точно стоит делать эскиз, когда без него абсолютно никак нельзя обойтись, как эскиз зависит от техники окрашивания, чем лучше делать эскиз, чем его наносить, почему через одни материалы проходит краситель, а через другие нет. И поделюсь своими советами из практики, которые сильно упрощают работу мастеру. Начнем с самого главного вопроса. Кому вообще нужен эскиз? И первое правило: новым клиентам эскиз нужен всегда. Неважно, новичок ты или опытный мастер. И вот здесь многие мастера ошибаются. Почему-то считается, что я уже год работаю, могу и без этого эскиза вашего. Но эскиз это не только для мастера, это еще и для клиента. И это тоже часть сервиса. Потому что клиент может прийти и сказать: хочу брови чуть шире. Но у всех разное восприятие ширины. Для кого это чуть-чуть шире, это буквально полмиллиметра. А для другого это уже абсолютно другая такая широкая форма. И здесь эскиз помогает вам найти общее понимание до процедуры, потому что новый клиент, он не знает, как ты работаешь, ты не знаешь все пожелания клиента и вообще, насколько человек готов к изменениям. И вот здесь эскиз становится этапом согласования. Очень многие клиенты еще приходят с фотографиями из Pinterest или Instagram и говорят: вот такие хочу брови, вот сделай мне так. Но эскиз не строится по шаблону или по фотографии блогера. Он строится под конкретное лицо, под конкретные точки, под конкретную анатомию. Кроме этого учитывается посадка глаз, форма лица, исходник бровей у самого клиента. Именно через эскиз мастер может показать, что вот так вот на вашем лице будет смотреться гармонично, а вот так вот будет уже немного тяжело или неестественно. И это уже не просто разметка, это коммуникация между мастером и клиентом, поэтому новым клиентам обязательно нужно делать эскиз. И да, опытный мастер может сделать эскиз буквально за 2-3 минуты, так что не нужно прибедняться и говорить, что это пустая трата времени. И что получает мастер, который работает с эскизом правильно? Он получает меньше недопониманий, меньше стресса, более повторяемый и предсказуемый результат и намного больше доверия от клиента, так как клиент видит профессионала в мастере. Если клиент постоянный, вы давно работаете вместе, форма стабильная, и человек каждый раз просит примерно одно и то же. У тебя есть карточка клиента, и по форме все всегда было ок. Тогда да, действительно, полный эскиз можно не делать, если он не нужен тебе для работы. Но если ты новичок, постоянным клиентам тоже лучше эскиз делать. Почему? Потому что для тебя это практика, и это способ, чтобы начать быстрее видеть форму, тренировать насмотренность, набивать руку, научиться находить симметрию в бровях и получать повторяемый результат. И если эскиз занимает у тебя много времени, это не повод его убирать, наоборот, это показатель того, что тебе есть над чем сейчас работать. Важно понимать, что задача не в том, чтобы всю жизнь сидеть над эскизом по 20 минут. Задача через практику прийти к тому, чтобы видеть форму быстро и уверенно, и получать каждый раз повторяемый результат. Теперь переходим к видам эскиза. И здесь тоже многие мастера работают просто по привычке, не понимая, зачем же они делают именно так. Первый вариант эскиза – это полный эскиз. Это верхняя и нижняя линия. Такой эскиз нужен при сложной коррекции формы, когда нужно сильно поменять архитектуру, если у клиента какой-то нестандартный исходник, или когда важно полностью согласовать форму, ширину, объем бровей. Да, он занимает больше времени, но при этом дает максимальное понимание и мастеру, и клиенту. Второй вариант – только нижняя линия, и вот это уже самый частый формат в работе. Почему именно нижняя? Потому что именно нижняя линия сильнее всего влияет на восприятие формы. Это изгиб бровей, направление бровей, куда хвост смотрит, и общую геометрию. И для большинства процедур этого уже достаточно. Выбор эскиза зависит не от того, новичок ты или опытный мастер, а от задачи. Иногда мастеру нужен полный эскиз, иногда достаточно только нижней линии. Все зависит от исходника и техники работы.
Сильный мастер не работает шаблоном. Он понимает, зачем именно в этой ситуации нужен конкретный тип эскиза. И именно это понимание дает профессионализм в работе. Эскиз под графичное окрашивание и под натуральное окрашивание – это две разные истории. При графике линия эскиза становится практически частью результата. Она должна обязательно быть такой четкой, контролируемой и супер точной. Потому что при графике сама форма читается очень явно, и здесь эскиз – это почти что трафарет. От чистоты линий зависит частота окрашивания, и какие бы красивые линии не были, если не будут неровные смотреть в разные стороны, то все окрашивание будет смотреться очень слабо. А при натуральном окрашивании все работает иначе. Здесь линия скорее ориентир, потому что результат он должен быть каким? Это мягкий, воздушный, без каких-либо жестких границ. Поэтому сначала ты выбираешь результат, который хочешь получить, и уже под него выбираешь форму, материал, инструмент, с которым ты будешь работать, и саму технику построения эскиза. И если ты сейчас слушаешь это и думаешь, господи, мне такого даже на платном обучении не рассказывали, то это проблема, к сожалению, курса. Потому что очень многие обучения учат просто повторять, вот как научили, и не знают почему. Потому что так всегда делали. Я вспомнила такую шутку про сосиски. Девочка спрашивает у мамы: мама, а почему ты, когда жаришь сосиски, режешь сосиски пополам? Мама такая: ну, не знаю, бабушка так делала, я так делаю. Девочка приходит к бабушке и спрашивает то же самое. Бабушка: ну, почему вы режете эти сосиски пополам? Бабушка такая: ну, не знаю, моя мама так делала, я так делаю. И девочка засыпает, к ней во сне приходит прабабушка, и девочка к ней бежит и говорит: прабабушка, господи, ну почему вы режете эти сосиски пополам, когда их жарите? И прабабушка смотрит на нее и говорит: господи, вы что, до сих пор не выкинули эту маленькую сковородку? Да, это шутка, но ты понимаешь абсурдность вещей, которые некоторые повторяют только по одной причине, что не разбираются в процессах. Вот их так научили, и они так повторяют. Поэтому хорошему мастеру всегда важно понимать, почему он принимает именно такое решение. Теперь переходим к материалам. И здесь большинство мастеров выбирают просто чем удобнее. Хотя правильный вопрос будет, что подходит под мою технику. Первый вариант – паста. Очень четкая линия, хорошо видно форму и удобно контролировать архитектуру. Но здесь есть важный момент. Через пасту не проходит краситель. И если мастер этого не понимает, можно очень легко просто испортить результат, особенно при графичном окрашивании. Второй вариант – пудровый карандаш. Через него краситель уже проходит, поэтому он намного более универсальный. Но линии получаются мягче. И здесь снова все упирается не в то, что лучше, а в то, какой результат я хочу получить. И третий вариант – жидкий карандаш. С ним получается очень тонкая и четкая линия, но требует уверенной руки. Новички часто начинают нервничать именно на нем, поэтому я рекомендую попробовать и пасту, и карандаш, просто чтобы на опыте своем их сравнить. Теперь отдельно поговорим про нанесение, потому что один и тот же материал можно нанести совершенно по-разному. И первый вариант – это кисть, самый универсальный инструмент. И здесь уже очень многое зависит от твоей постановки руки, как сильно ты нажимаешь на кисть, под каким углом держишь кисть и скорость движения кисти. И от самой кисти тоже очень много зависит, от ее качества среза и от скоса кисти. Второй вариант – грифель карандаша. Это быстрее, мягче, но менее контролируемо. А для натуральных техник отлично подойдет, для графики уже более сложно. Третий вариант – зубочистка. Да, это абсолютно реальный инструмент, особенно когда нужна такая очень тонкая линия. И четвертый вариант – нить. Очень хорошо подходит для прямых линий, особенно при графичных формах. И вот здесь главный вывод – нет идеального инструмента. Сколько вообще по времени должен занимать эскиз? Это зависит от: первое – опыта. Новичок может делать эскиз 10, 15, 30 минут. Опытный мастер может делать за 2-5 минут. И это нормально. Второе – от сложности клиента. Это может быть асимметрия, сложная форма, когда такие зарощенные полностью брови. Это все влияет на время. И третье – от консультации. Потому что иногда проблема не в эскизе, а в том, что мастер плохо понял запрос клиента и начинает переделывать форму уже в процессе работы. Поэтому хороший эскиз начинается еще до разметки и линий. Он начинается с консультации. Что получит мастер в итоге?
он начинает работать быстрее, работа становится спокойнее и увереннее, и с намного более предсказуемым результатом. Итак, что мы сегодня разобрали? Кому нужен эскиз, когда его обязательно делать, а когда можно его сокращать. Как эскиз зависит от техники окрашивания, чем его делать, чем наносить и почему сильный мастер всегда понимает, зачем принимает то или иное решение. И самое главное, мы разобрали не просто, как рисовать линии, а саму логику работы мастера. Потому что именно это отличает сильного специалиста от человека, который просто повторяет схему из интернета. И если ты сейчас понимаешь, что хочешь не просто смотреть видео, а действительно научиться строить эскиз и глубже понимать архитектуру бровей, у меня есть несколько форматов обучения. Ты можешь начать с Brow Camp. Это формат знакомства с моей системой и логикой работы, где мы уже подробно разбираем построение эскиза, типы лица, архитектуры под эти типы лица, ошибки и работу с разными исходниками и клиентами. И если ты хочешь забрать майнд-карту из этого видео, напиши мне в Instagram слово «карта», и я отправлю ее бесплатно. И обязательно напиши в комментариях, нравится ли тебе такой формат глубоких разборов и стоит ли снимать еще больше таких видео. Все ссылки оставлю в описании. Пока-пока!